Предлагаю к вашему вниманию вот такие пинетки с рельефным верхом трех цветов. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю для вас вот такую интересную модель. Пинетки-ботиночки для мальчика с рельефным верхом. Пинетки состоят из трех цветов. Основной голубой, черный и красный. Черная подошва снаружи и голубенькая подошва внутри. Эти пинетки уже большие для малыша, который умеет бегать 12 сантиметров. Значит, такие пинетки уже можно использовать как домашние тапочки. И если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Вяжется очень просто. Немного материала. Мне понадобятся нитки трех цветов. Основной цвет это голубой. Для подошвы мне понадобятся нитки черного цвета для одной подошвы. Для внутренней подошвы будет голубой цвет. И очень мало понадобится красного цвета. Это для того, чтобы выполнить рисунок на бортике и сделать окантовку верхнюю. Идеальный вариант, когда пряжа одинакового состава и одинаковой толщины. Для таких пинеток не потребуется много пряжи, так как пинетки укороченные и плюс они состоят из отдельных частей. Вот здесь вот отдельная часть, вот с этой стороны задняя отдельная часть и вот это. Можно взять остатки пряжи, если у вас есть. Также мне понадобятся крючки. Крючок 2,25 я буду вязать только подошву. Крючком 2,5 я буду вязать полностью все изделие. Крючком меньшего размера я буду поднимать очень тонкие петли и прятать хвостики. Ножницы, 2 маркера, игла, так как я вот эти стежки буду прошивать, фетр и люверсы. Люверсы у меня черные, крашеные, 4,5 мягкий металл. Под люверсы нужны щипцы определенного размера, подходящие под размер. Итак, я приступаю. Вязать свою пинетку я буду с подошвы. Подошва у меня уже связана. Состоит она из двух подошв. Две подошвы плоские, абсолютно одинаковые. И плюс прослоечка. Располагаться это будет таким образом, как слоеный пирог. Сначала черная подошва, она будет внешняя подошва. Потом располагаться будет фетровая прослоечка и внутренняя часть будет голубая. Задали мне вопрос, почему вязание подошвы? Петли не симметричные с двух сторон. Все очень просто. Я не начинаю с пятки, а я начинаю вязать сбоку. Поэтому у меня вот эта часть петель меньше. Когда я заканчиваю свой ряд, у меня добавляются вот тут вот петли. Следующий вопрос задали, какого размера должна быть прослойка. Прослойку я делаю немножко меньше, чем сама подошва. Вот, обратите внимание, вот такая она. Для того, чтобы мне было удобно подобрать с двух сторон петли. Следующий вопрос был, какой толщины должен быть фетр? Ну, вы выбираете сами. Вы вяжете изделия, вы знаете, для какой погоды должно быть, какой материал у вас есть, поэтому вы выбираете сами. У меня фетр очень такой эластичный, поэтому пинетка очень хорошо гнется. Итак, две подошвы, две плоские подошвы. Начну я вязать с голубой, это внутренняя сторона, внешняя подошва будет черная, поэтому одну подошву я убираю. Подошва состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. На моем канале есть вязание такой подошвы, несколько видео, поэтому вы можете выбрать для себя удобное вам видео, которое вам нравится. А я приступаю. Начну я вязать сначала нулевой бортик. Этот бортик я вообще за ряд фактически не считаю. Это подготовительный ряд для перехода от подошвы к вязанию бортика, для того, чтобы сменить угол, плоскость сменить. Разворачиваю сначала подошву лицевой стороной, вот этой. И буду вязать я с середины пятки. Намечаю петлю, крючок 2,5, разворачиваю вязание изнаночной стороной, очень хорошо видно хвостик, и в рядом стоящую петлю вкалываю, чтобы появился вот такой уголок. Беру нить будет голубого цвета и провязываю 2 петли вместе поперечные. Закрепляю. И вторая петля, которую мы уже использовали, будет как первая петля. И в рядом стоящую петлю. И формирую вновь вот такой уголок. Столбик без накида. Вторая петля становится первой, в рядом стоящую петлю формирую уголок и провязываю вместе столбик без накида. Процедура эта несложная. Что происходит? Вот очень хорошо виден угол 90 градусов.
Петли остаются открытыми. За эти петли я буду присоединять вторую подошву. Разворачиваю вязание, и здесь открытые петли для того, чтобы вязать бортик. Очень удобно. Я провяжу этот нулевой ряд до конца. Покажу вам следующий этап работы. Вот так выглядит подошва с нулевым бортиком. Подготовительный бортик. Вот он готов. Мне осталась последняя петля соединительная. И перехожу уже на вывязывание основного бортика. Мой бортик будет состоять из 5 рядов. 4 ряда без изменения, без убавления, без прибавления. Это значит будет 72 петли. И в 5-м ряду я убавлю на мысике 4 петли для того, чтобы сделать закругленный мыс. Вот он. Смотрите. Ряды будут у меня первые 4 ряда столбиками без накида. По-прежнему крючок 2,5. Я провяжу эти 4 ряда самостоятельно и покажу вам заключительный 5-й ряд. Итак, я провязала 4 ряда моего бортика столбиками без накида и приступила к 5-му ряду. 5-й ряд без изменения до маркеров. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Мне осталось несколько петель еще провязать. Убираю маркер, петлю под маркером провязываю без изменения и со следующей петли начинаю убавлять. Буду я убавлять за переднюю часть петли. Первый раз и второй раз. 2 петли провязываю вместе. Столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 петли. 1, 2, 4. Следующее убавление. Точно так же. Захватываю 2 петли, только полупетли, провязываю вместе, столбик без накида. Я убавила 2 петли, мне еще осталось 2 петли убавить. Сниму маркеры, провяжу до конца, и бортик у меня будет готов. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я связала бортик, он состоит из 5 рядов, столбиками без накида. 4 ряда были без изменения, значит они составляли по окружности 72 петли. В 5-м ряду, последнем, я убавила 4 петли, и у меня после убавления 4 петель стало по окончанию работы 68 петель. Маркером я отметила центральные 34 петли, ровно половину. Половина на заднюю часть и половина на переднюю часть. Маркеры в работе не участвуют. Мыс я свой начну с 6 петель. 34 минус 6 будет 28. 28 петель это как раз на 2 части. 28 поделить на 2 будет 14. С 15 петли я начинаю вязать. Вязать я буду за полную петлю. 4, 6. 7, 10, 12, 14, с 15 петли начинаю вязать. Закрепляю. И из этой же петли вывязываю уже полноценную петлю. 1, 2, 5 и последняя 6-я петля. Чтобы быть уверенной, что я провязала эти центральные 6 петель, я проверю с другой стороны. У меня также должно быть 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все отлично. Провязываю следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 6. И вот появилась 7-я петля. 7 петель. Продолжаю прибавлять петли. С другой стороны гриф завожу от себя, вкалываю крючок, подбираю нить и провязываю соединительную петлю. Второй раз точно так же 2 соединительных петли. Разворачиваю вязание без петли подъема. Первую петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 7. И образовалась новая 8-я петля. У меня уже 8 петель. Я планирую, чтобы у меня было центральных 10 петель. Я провяжу самостоятельно еще 2 петли, прибавлю 2 петли и покажу вам следующий этап работы. У меня набрано полное количество петель, и теперь я больше прибавлять не буду. Я буду только продвигаться к маркерам. По-прежнему делаю
первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание, нитью перекрываю первую петлю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 9 и 10. У меня по-прежнему 10 петель. С другой стороны точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Первая петля, вторая петля пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 10. Вот еще 2 ряда связаны. Мне нужно провязать до предпоследних 4 петель. Я провяжу самостоятельно несколько рядов, и когда у меня останутся с двух сторон по 4 открытые петли, я вам покажу следующий этап работы. Ну вот я провязала до предпоследних 4 открытых петель, и теперь буду вязать немножко иначе. Я буду брать за середину петлю, за заднюю часть петли. Вот прямо из петелечки изнутри. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и также продолжаю вязать с третьей петли, так как я набрала нужное количество петель на середину, и мне больше не нужно. Будет по-прежнему 10 петель. 9 и 10. С другой стороны точно так же из середины вкалываю крючок в середину, забираю заднюю часть, первая соединительная петля и вторая соединительная петля. По-прежнему прибавлять центральные части петли я не буду, поэтому я буду вязать с третьей петли. 1, 2, 9 и 10. Последующие 2 петли вяжутся по такому же принципу, только из середины. У меня остаются вот эти боковиночки. Мне они понадобятся при вязании задней части пинетки. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, мысик связан. Я с двух сторон до маркеров довязала. У меня нет ни одной петли. И теперь я буду продолжать вязать язычок. Язычок у меня будет шире. Он у меня будет состоять из 12 петель. Это значит, с каждой стороны мне нужно прибавить по одной петле, чтобы у меня было симметрично с двух сторон прибавление петель. Из одной петли вывязываю 2 петли. Продолжаю середину вязать как обычно. И из последней петли также вывязываю 2 петли. У меня 12 петель. Язычок я буду считать вместе с началом вязания мыса. Должно быть 24 ряда или 12 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар уже есть. Я провяжу это самостоятельно, язычок, обвяжу его и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, передняя часть пинетки готова. Связан язычок, обвязан. Сложности в этом нет, так как он вяжется прямо. Вы можете выбрать сами длину или взять вот именно длину язычка мою, или сделать немножечко короче, сделать ее верхушечку кругленькой или сделать прямой, как я сделала, это ваше собственное решение. В данный момент вот то, что я сделала, это самый простой вариант. Теперь я приступаю к вязанию задней части пинетки, чтобы язычок мне не мешал. Я его заправлю вовнутрь. И у меня на данный момент открыто 34 петли. Но мне этого мало. Я еще возьму с каждой стороны вот эти полупетли. Когда я вывязывала мысик, вот я оставила 4 полупетли. В данный момент я буду использовать 3 петли с этой стороны и 3 петли с этой. Значит, 34 плюс 6 у меня должно сейчас в работе быть 40 петель. Итак, я приступаю. Если считать с этой стороны, первая петля пропускаю, со второй петли начинаю вязать. Закрепляю. Вывязываю полноценную петлю. Следующая полупетля. И вот третья петля, она очень узкая. Я обычно беру крючком меньшего размера, поднимаю ее. И перехожу уже на открытые петли столбиками без накида. Здесь никаких изменений нету. С этой стороны я точно так же заберу 3 полупетли и последнюю, четвертую оставлю на потом. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Второй ряд, петля подъема.
Первую петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. Ряд вяжется также столбиками без накида, никаких изменений, но в этом ряду убавится 2 петли, так как я буду делать скосы. Этой стороны я уже убавила, и теперь мне нужно убавить с другой стороны, предпоследнюю петлю пропустить, а последнюю петлю провязать. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. 2 ряда задней части пинетки связаны, и теперь у меня 38 петель, так как я в этом ряду убавила 2 петли с одной стороны по одной петле. Я все это обрежу, эти остатки ниток, а вот эту нитку, с которой я начинала мой бортик, я ее выведу вот как раз наружу и немного ее углублю, чтобы она не была с краю, хвостик этот мне не мешал. Теперь я приступаю к вязанию вот этих маленьких трапеций. Петля подъема, и трапеция у меня будет состоять из 7 петель. 1, 2, 6 и 7. Петля подъема. Разворачиваю вязание. И с изнаночной стороны я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Первую петлю пропускаю, начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 3, 4. Петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Петля подъема. С этого краю я петли убавлять не буду, поэтому я буду провязывать самую первую петлю. 1, 2, 3. А вот с этой стороны, с внутренней я называю, я убавлю. Значит, петлю пропускаю и четвертую петлю провязываю. Петля подъема. Разворачиваю вязание. И с изнаночной стороны я буду убавлять по 2 петли с этой стороны и с внешней стороны. Петлю пропускаю. 1 петля. Петлю пропускаю и вторая петля. Я оставлю эти 2 петли. Я не буду делать полностью под угол. Мне этого достаточно. Выглядит неплохо, поэтому 2 петли достаточно. Закрепляю и обрезаю нить. Одновременно прячу этот хвостик, чтобы мне потом не возвращаться к этому. Вот она трапеция. Теперь приступаю к другой стороне. Естественно, они должны быть симметричные, поэтому я отсчитываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И точно так же буду формировать трапецию. Закрепляю и из этой же петли провязываю петлю. Хвостик подтягиваю, одновременно ввязываю в вязание 1, 2 и так далее до 7 петель. Петля подъема. И по такой же схеме с изнаночной стороны, с каждой стороны убавить по одной петли, с лицевой стороны, с внутренней стороны буду убавлять петлю, а с внешней нет. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. 2 трапеции уже готовы, и у меня задняя часть открытая, осталось 24 петли. Задняя часть, вот эта центральная, у меня будет состоять из 13 петель. Промежутки или интервалы между трапециями будут составлять по 5 петель, значит 1 петля у меня лишняя. Вот при вязании, вывязывании первого ряда задней части пинетки я прямо на пяточке убавлю 1 петлю, для того чтобы немножко закруглить пятку. 1, 2, 3, 4, 5. С 6 петли начинаю вязать, и нужно мне провязать 13 петель. Одновременно на пятке убавить 1 петлю. 1, 2, 13 петля. Интервал 1, 2, 3, 4, 5. Петля подъема. И вот с этого ряда я буду убавлять с каждой стороны по 1 петле в каждом ряду. Этим самым я вновь пропускаю петлю, начинаю вязать со второй и так далее. Петлю пропускаю. Посчитаем, сколько мне нужно рядов. Мне нужно сделать 4 ряда. 2 ряда уже есть. Вновь пропускаю петлю и начинаю вязать со второй.
И так мне осталось еще один ряд. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Все 3 трапеции связаны. По окончанию последней трапеции у меня составилось 7 петель. В каждом ряду я убавляла по 2 петли с одной стороны и с другой. Теперь я обвяжу свою пинетку, и вот как раз в работу войду теперь последняя петля с этой стороны и последняя петля вот с этой стороны. Полностью по кругу одновременно ввязываю хвостики свои, которые они у меня остались от вывязывания трапеции. И выхожу на вершину. Чтобы не стягивало вязание, я из одной петли провяжу 2. А вот из второй петли я провяжу одну и буду потихоньку спускаться вниз. Так мне нужно провязать по кругу до конца, и я вам покажу следующий этап работы. Обвязала полностью заднюю часть пинетки, и у меня на каждую сторону получилось 8 петель. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. С этой стороны мы уже брали петлю, а вот с этой стороны еще нет, она последняя. Подхватываю вытянутую петлю, провязываю вместе. Не закрепляю ничего. Вы можете закрепить, но мне не нравится. Получается узел, который, я думаю, без него можно обойтись. И начинаю формировать петельки. Столбик без накида, первая петля. Вторая петля, столбик без накида. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. В промежутке между петельками 2 столбика без накида. Петлю пропускаю. 2 воздушные петли, и я вышла на вершину. Посмотрите, я сформировала 2 петли. Если вы вяжете свободно, то можно сделать не 2 воздушные петли, а одну для дырочек для шнурка. И также полностью заднюю часть пинетки обвязываю столбиками без накида. Хвостики, которые остались, можно обрезать, они уже не нужны. С другой стороны, обратите внимание, чтобы 2 последние петли были столбиками без накида. Точно так же, как вы здесь начинали, чтобы симметрия соблюдалась. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Обвязала верх пинетки и сформировала с другой стороны также петельки. Обратила внимание, чтобы петли были симметричные, и вновь оставила петельку побольше. Разворачиваю вязание на лицевую сторону. И вот это первая петля, которую мы уже использовали. Я ее задействую вновь. Вот она, петля, которая у меня вытянутая, я ее подбираю вместе, провязываю. Точно так же не закрепляю, начинаю обвязывать свое изделие, укреплять петли для шнурка. Первая петля, столбик без накида, вторая петля, столбик без накида, как мы и формировали. В арочку 2 столбика без накида, промежутки между петельками, между дырочками 2 столбика без накида, арочку 2 столбика без накида, я вышла на вершину. Это последний заключительный ряд голубой пряжей. Посмотрите, какие получились дырочки, очень качественные. Даже если нет люверсов, ничего не произойдет, потому что будет еще один последний заключительный ряд, укрепляющий кант и, соответственно, дырочки для шнурков. Я обвяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. И теперь я буду украшать свое изделие, буду делать вот этот кант. Буду делать это соединительными петлями по изнаночной стороне. Я беру вот эту самую первую петлю, вывожу на изнаночную сторону и аккуратненько, не торопясь, не очень широкие и в то же время не очень узкие соединительные петли. Вот посмотрите, что происходит. С этой стороны петельки, они, естественно, дают объем и толщину, а вот с этой стороны тонкая линия. Я это сделаю до конца, обвяжу заднюю часть пинетки и покажу вам следующий этап работы. Пока у меня еще мягкая подошва, я сформирую иглой вот эти стежочки. Начинаю я с пятки. Буду делать стежочки через дырочку. Свободненько, не затягивая, чтобы был объем. Делается это очень просто.
Больших навыков здесь не нужно иметь, а смотрится очень хорошо, оригинально. Я сделала 2 ряда не друг над другом, а по диагонали. Это получается у меня, где дырочка, во втором ряду у меня вот как раз вот этот стежок. Я сделаю эту работу самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, прошила 2 полосочки, уже как нарядно смотрится, как красиво. Теперь приступаю к присоединению подошвы и фетровой прослойки. Крючком намечаю точку, вот эту. Беру подошву другую и точно так же намечаю эту же точку. Пальцем прижимаю и крючком другим намечаю 2 петли. Крючок вынимаю. И остатками ниток черного цвета буду провязывать соединительными петлями по лицевой стороне, не торопясь, петля в петлю, чтобы захватить полностью 2 петли от полной петли от одной подошвы и 2 долечки от второй подошвы, чтобы у меня было 2 полных петли. Полосочка голубого цвета — это от первой подошвы, кант черными нитками, так как мы вяжем черными нитками, и вторая подошва. Вот получается вот такая прослоечка. Я провяжу это до окончания закругления и покажу вам, как я вставляю вкладыш и вяжу уже с вкладышем подошву. Ну вот я довязала до закругления. Посмотрите, как красиво смотрится. И теперь вставляю фетровую прослоечку аккуратненько, чтобы она нигде не замялась. Вот у меня, посмотрите, край выглядывает. Это еще она не встала на место, но она встанет на место. Она будет очень хорошо сидеть. Она небольшая, эта прослоечка. И аккуратно петля в петлю, 2 полные петли, чтобы не потерять половинки, чтобы голубая полосочка была одинаковая. И она потихоньку будет, прослойка, прятаться. Остается совсем немного, и подошва будет готова. Я провяжу ее самостоятельно и покажу, как я вставляю люверсы. Ну вот, подошва провязана. Я ее вот так расправляю, растягиваю. Вот таким образом. И у меня 2 хвостика. С этим хвостиком я начинала, а вот с этим закончила. Я их выведу, чтобы они были вместе. Расправляю, разворачиваю вязание на изнаночную сторону и ищу вот эту точку, где у меня находится сейчас в данный момент 2 хвостика. Вывожу их вовнутрь. 2 хвостика связываю между собой. Первый узелок не очень сильный, для того, чтобы не деформировать петлю. И второй уже заключительный, уже плотно затягиваю. И распределяю по внутренней подошве между подошвой и прослоечкой. Вот так. Теперь я покажу вам, как я вставляю люверсы. У меня их должно быть 4 штуки, на каждую сторону по 2. Вот, посмотрите, расправляю таким образом, чтобы ничего нигде не мешало. Щипцы. Плоская сторона укладывается на плоскую сторону, а вот эта часть с выпуклости, она как раз распределяет остатки люверса по внутренней части. Вот так. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, пинеточка готова, но в этой пока нет шнурка. Шнурок я уже связала, на моем канале есть вязание такого шнурка. Если вам интересно, посмотрите. Там 2 вида. Это полый шнурок, кругленький, и есть плоский шнурок. Где-то 51 сантиметр. Этого достаточно вот как раз на пинеточке на 2 люверса. Их надо немного расправить, потому что они только-только связаны. Вот посмотрите, какие замечательные малышки у меня получились. Эти, конечно, уже пинетки побольше для малыша на 12 сантиметров подошва. Для малыша, который умеет бегать. Связаны очень просто, но за счет вот этих полосок и за счет добавления черной подошвы выглядит великолепно. Вот такая красота у меня получилась. Вяжите в удовольствие, дарите свои изделия, вяжите для своих малышей. До свидания, до следующих встреч.